Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно основ передачи ресурсов в производстве. Самое основное и фундаментальное, что тут есть, это, друзья, конвейеры, разделители и сортировщики. Обо всем подробнее далее, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! И начнем, друзья, мы с конвейеров. Их у нас всего лишь три различных вида: оранжевый, зеленый и синий. И как вы видите, различаются они исключительно лишь одним параметром, да, это уже заметно. Это скорость перемещения грузов. Давайте-ка смотреть различные скорости, как они отличаются и что нужно, чтобы их собрать. Оранжевый конвейер у нас передает 6 единиц в секунду, как вы можете увидеть, собирается в ассемблере, в сборщике. Две железные пластины, одна шестерня. Ничего сложного, никаких проблем. Далее идет уже вариант второй, зеленый, 12 единиц в секунду. И тут, получается, он делается из электромагнитной турбины и, собственно, первоначальных оранжевых конвейеров. И синий вариант имеет 30 единиц в секунду, и это уже довольно серьезно. Но тут уже как бы и графен нам нужен, и супермагнетик ринг нужен, плюс еще опять-таки предыдущий конвейер. Но это самое быстрое, что есть в игре. В плане использования тут особо хитрости нет. Вот у нас есть линия, по которой что-то передвигается, мы можем закидывать вот таким вот образом на нее с различных сторон. Но одновременно развести в разные стороны мы не можем. Для этого нам нужно будет то, о чем буду говорить дальше в видео. То есть, как бы направление только одно. Разветвление таким образом не получится. Теперь, друзья, сортировщики, что они делают? Они, грубо говоря, вытаскивают из производства, вытаскивают из карго, либо снимают с конвейера все, что там проходит, либо то, что мы хотим конкретно. Ну, давайте разбираться сначала. У нас также имеется три варианта, и у них идет градация по скорости. Давайте смотреть. Первый оранжевый вариант имеет лишь только 1,5 в секунду. Это очень мало. Делается из железной пластины и начальной электросхемы. Зеленый вариант уже делает у нас 3 в секунду, но использует, получается, уже электрический мотор и, естественно, предыдущий сортировщик. И синий вариант, опять-таки, наша электромагнитная турбина и предыдущий сортировщик, но скорость здесь уже 6 единиц, то есть разница 1,5, 3, 6, разница существенна. Но есть еще кое-что. Но это не все, что касается сортировщиков. У нас следующая штука имеется. Мы можем вытаскивать и не только лишь на первый ряд, а и на второй, на третий, на четвертый. Сейчас покажу. Вот, допустим, берем сортировщик и вытаскиваем его. И смотрим, скорость у нас здесь 6 единиц, которая у нас показана. Но с увеличением расстояния скорость передачи будет падать. То есть здесь у нас уже будет, сейчас автосохранение, 3 единицы в секунду. Дальше, если мы увеличим разрыв, то будет уже 2 в секунду. И, друзья, это максимальная дальность. Дальше уже не получится. То есть максимум 3 клетки. Теперь имеете знания, как нам это все использовать. Вот, допустим, у нас есть некое производство, но нужно подвести 3 единицы ресурса. Мы выбираем сортировщики и просто-напросто заводим. И никаких проблем. Также выводим готовую продукцию. Без каких-либо проблем. Можем даже все это дело скопировать, если угодно, скажем, таким вот образом. И просто вот так вот выстроить. Тоже никаких проблем. Но! Не сказал, забыл, запамятовал. В чем еще прикол? Мы можем выбрать фильтр. То есть, допустим, у нас есть большое карго, куда мы скидываем различные ресурсы. Либо же... Да хотя, в принципе, вряд ли вы это будете использовать так часто, но все же. Выбор фильтра. Мы нажимаем и просто set фильтр. И будем вытаскивать только лишь то, что мы укажем. Но, повторюсь, я это очень редко использую. Обычно без этого все хорошо выстраивается. И да, друзья, такой момент. Может быть то, что вам придется подвозить больше ресурсов. Вот, допустим, 4, вот тут, допустим, уже 5 и так далее. Как быть? Потому что, как бы, как исхищряться? На один конвейер 2 вида ресурсов, как факторию, мы не закинем. Следующее делаем. Допустим, вот с этой стороны у нас есть подвод ресурсов. Что мы должны сделать? Во-первых, мы должны убрать это нам будет мешать. Мы можем еще выбирать, так сказать, высоту. И эта высота, друзья, довольно, так сказать, может быть серьезной. И можно еще выше. Это высота от того, как у нас будет двигаться конвейер. То есть сейчас
я буду завозить ресурсы вот сюда. И еще один момент касательно конвейеров, и он довольно важный. Специально его отстранил подальше, потому что сейчас мы будем использовать. Но вначале что за такое действие? Берем конвейер и, друзья, мы можем выбирать его высоту. То есть ставить выше. И когда я говорю выше, это прям, ну, овер дофига по высоте. Что нам это дает? Возможность подводить больше ресурсов, как ни странно, потому что есть некоторые рецепты в том же самом ассемблере, допустим, вот этот вот Ray Receiver использует 5 единиц ресурсов. Как нам их подвозить? А вот как. Обратите внимание, то, что мы ставим здесь их на высоту размером 1, то есть, грубо говоря, на следующий лишь только, то есть вот так вот. И просто-напросто спускаем, нажимая вниз. То есть, нажимаем вверх, ставим, нажимаем вниз, ставим. Но обратите внимание, то, что сразу поставить вниз не получится. Нужно пройти некоторое количество клеток. И вот, пожалуйста, 3 завозим здесь, еще 2 завозим здесь и вывозим, собственно, здесь. И также мы можем сделать чертеж и все это дело простакать, сколько нам нужно, хоть по всему экватору планеты. Следующее — это у нас разделители. Давайте разбираться. Вот у нас есть разделитель, выглядит таким вот образом. И он у нас имеет лишь только 4 входа, и все. Скорость у него такая же, как у конвейеров, грубо говоря. То есть он никак тормозить не будет. В чем прикол? Он позволяет нам играться. То есть мы можем завести один вход и вывести из него сразу же 3. Это, в принципе, удобно. Да. Но в основном я его использую в следующем виде. Смотрите, допустим, у вас есть различная добыча руды, скажем, железо. Да, вот есть железная руда тут рядом, но представим, что у нас еще одна, то есть 3. И везде разное количество добывающей установки. Да, вот этой штуки, допустим, майнинг машин, разное количество. Везде разная скорость подачи. В чем прикол? Допустим, мы здесь завозим в него 10 единиц в секунду, тут завозим 20 единиц в секунду. Что получается? Когда мы это дело будем выводить таким вот образом, у нас будет суммированное количество их. То есть здесь будет 30 единиц в секунду. Когда мы будем вводить сюда и вводить сюда, то у нас будет 15-15, что является суммой ввода. Это очень и очень удобно. Также, скажем, может быть, если у вас здесь будет их 3. И везде разная скорость. Но не забывайте то, что скорость передачи у нас ограничена. Это максимальное значение 30 единиц в секунду. Это важно. Также это еще у нас фильтр. Но этим я очень редко, почти никогда не пользуюсь. Давайте смотреть. То есть мы берем, завозим ресурс здесь, завозим ресурс здесь. И, собственно, нам нужно это дело все вывести. Выводим в эту сторону и выводим в эту сторону. Допустим, у нас два разных типа ресурса. Камень и что-то там еще. И я хочу вывести камень в определенную сторону. Что я делаю? Я нажимаю на разделитель. И вижу два выхода, два входа. И просто в одном из них ставлю фильтр на этот самый камень. То есть никаких проблем. Допустим, если здесь поставлю, скажем, чего у меня много в карманах. Допустим, вот это вот. Поставлю это дело здесь и это дело здесь. Тут будут процессоры. Ну, пальцем в небо, грубо говоря, они. Тут уже будут непосредственно ресиверы. Так, только нужно сейчас это дело все запитать. Секундочку. Запитываем. Вот, пожалуйста, сюда ушли ресиверы, сюда ушли процессоры. Но это очень ситуативная штука. Допустим, есть у нас какой-то там рецепт по переработке водорода и переработанной нефти. И на выходе у нас получается графит и водород. Водород можно пустить дальше, а графит, ну, дальше по своим делам. На те же термальные станции, либо в накопление для использования в других рецептах. А у меня на этом все, друзья.
Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Dyson Sphere Program, и со временем, друзья, будет больше гайдов, они будут более сложные и так далее. Сейчас потихонечку разгоняемся, я в принципе уже сферу Dyson достроил практически, но все же, чтобы вам и новым игрокам было более понятно. Плюс будут ссылочки и на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, собираться с друзьями, чтобы играть хоть в КС, хоть в Дотку или в другие игры, не осуждаю. Сам играю практически во все, в различные жанры и сеттинги. Плюс, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.